перед тем, как добавить к разминке тонф с тонфами ударные движения, надо понять одну очень важную вещь. Позиция, позиция ожидания в тонфе, готовности с тонфами, вот такая. Смотрите, не такая, не такая, не такая. То есть вы должны собрать корпус. Чтобы наносить мощные удары, это касается и кабудо, и карате, чтобы наносить мощные удары, у вас должен работать весь корпус. Для этого он должен быть скоординирован. Если вы делаете одной рукой удар, а вторая рука у вас висит, то вторая половина корпуса у вас не скоординирована. То есть получается, вы бьете не всем корпусом, а только одной рукой. Чтобы его скоординировать, нужно просто вторую руку как-то напрячь немножко, прижать ее, хоть к ноге прижмите, вот так. Но лучше, конечно, вот позиция. И тогда у вас работа включается сразу весь корпус. Вы можете делать мощные удары. Вот. Это касается и кабудо, особенно работы с парным коротким оружием, и карате. Поэтому позиция вот такая, да, вот. Локти немножко отведены назад, здесь у меня акцент переходит на кулак. Кулак прижимается вот к корпусу. Всегда следите, вы что-то делаете, перед тем, как сделать другой рукой, вы сначала возвращаете руку сюда, фиксируете это положение, делаете второй рукой. Вы почувствуете, как у вас усилится позиция, и удар у вас тоже многократно усилится. Вот. Первое. Второе. Позиция самой тонфы в руке. Вы держите, у вас основание ладони прижимается к основанию палки, там, где идет рукоятка, вот, вжимается. И тонфа должна быть продолжением. Тонфа — это не какой-то кирпич у вас в руке, да, и тонфа — это становится частью вашей руки. Вы как киборг, у вас как бы рука становится, да, наполовину живой, наполовину деревянной. Для этого вы должны всегда делать вот такое движение кистью, всегда вкручивать, как бы вжимать оружие в руку. Но не в кость, а вот в мышцу, да, вот сюда. Чуть, получается, она чуть сбоку, в стороне. Не вот так, а чуть сбоку, в стороне. Тогда вы можете чувствовать оружие, прижимать. И самое главное, да, когда вам бьют, у вас не будет такого, что у вас ваше же оружие ударит вас по руке. Вот. У вас рука будет единым целым с тонфой. Это второе. И третье. Работает, да, не кулак, не костяшки, а основание ладони. То есть вы тонфой толкаете. Вы не бьете рукой, в которой еще что-то есть, да, а вы толкаете вперед оружие. То есть у вас движение вот такое. И, собственно, первое движение как раз это удар, да. И опять же, это то, что идет из карате. Удар у нас идет не прямой, параллельно полу, а чуть вниз. И в этом нам помогает подкручивающая кисть. Она как бы напоминает нам, куда должен быть удар. Только это должен быть не выпрямление локтя, да, а это должна быть работа локтем. Вот. Удар идет чуть вниз. Получается вот так. Сначала вы скоординировали корпус, потом ударили. Скоординировали корпус, ударили. Скоординировали, собрались, грудь раскрыта, колени согнуты, таз подвернут, удар. Вот. Тогда у вас будет жесткий, мощный удар. Сбоку, да? Сначала подвел, потом ударил. Подвел, ударил. Подвел, ударил. Подтянул, ударил. Подтянул, ударил. Подтянул. Здесь обязательно должна вкручиваться, да? Не должно быть вот такого. Иначе это будет просто тычок, и вы еще сами себе травмируете кисть. Четкий удар. Четкий удар. Четкий. Рука вкручена, жесткая рука, с тонфой это одно целое. Пам, 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 пам. Не торопитесь. Второе движение агуке. И вот здесь сразу проявляется различие, которое немножко отличает карате от кабудо, но на самом деле чисто внешне, потому что принцип работы корпуса остается другим. В карате у нас скрещенные руки, мы все движения делаем все блоки через скрест. Здесь, если мы так будем делать, мы будем сами себя бить по рукам. Поэтому здесь в блоке у нас как бы работает одна рука. Почему как бы? Потому что вторая рука тоже работает. И ее задача координировать корпус, да? Сжиматься. Вот. То есть получается, здесь я все равно работаю двумя руками. Просто вторая рука у меня как бы делает скрытое движение. Как я делаю вынос на агуке? Смотрите. Позиция такая же, как в карате, да, контроль центральной линии. Я спокойно выношу руку, рука пока расслаблена, не надо ее сразу вот так заряжать, да, держать. Рука расслаблена. Вот, первая позиция.
Вторая позиция, я прокручиваю руку, поднимаю ее, но не вот так вот, да, параллельно полу, как забрало у шлема, а под 45 градусов вперед. То есть у меня движение идет на противника вверх, вот. И это всегда обязательно встречный удар. Причем встречный удар вот этой вот зоной. Не вот этой вот, не кулаком, а средней зоной, да. Пум. И обязательно вот так. Всегда представляйте, что вас бьют тяжелым оружием, то есть бо. Если вы поставите руку вот так, представляете, что будет, если бо ударит вас. А у вас вот такое вот плечо, да, то есть у вас по всем связкам это опустится вплоть до позвоночника. То есть у вас будет шок даже в позвоночнике от такого удара. И более того, да, вас спокойно вот так вот сместят с позиции. Точнее, даже снесут. Вот. Поэтому у вас должен быть такой удар, что если удар пришелся сильный, и он скатился в сторону, открыл зону, да, которую вы атакуете. Вот. Поэтому агуке делается вот так. Пум, и рука после мощного встречного удара не вверх, а навстречу. Она стекает по той же траектории обратно и координируется. Другая рука. Пум, стекает обратно и здесь прижимается. Пам-пам. Вот эту позицию не забывайте про нее, она очень важна, вы должны ее держать. То есть в поединке вы всегда должны будете контролировать зоны с оружием, да? Верхняя зона, нижняя зона, вот, самое главное. То есть вы не будете вот так стоять, да, у вас хаос, вас можно атаковать в любую точку. Когда вы вот так стоите, вы сразу, у вас зоны закрыты, и вы понимаете, как бы, что у вас два щита. И партнеру уже сложно, он понимает, что если он ударит, вы встретите это движение и уже будете контратаковать, поэтому он будет опасаться просто так вас бить. Он будет искать точки для удара, да, уязвимые, будет заставлять вас двигаться. Поэтому вот ваша позиция в боевой ситуации. Например, одна из них может быть такая, может быть такая. Вариантов много. Может быть такая, как вам уже больше будет нравиться. Но вот эта позиция контроля центральной линии, она всегда остается в блоках. Это касается и кабудо, и карате. Стандартные все блоки годзюрю. Давайте будем чередовать удары и блоки. Сделаем нуки-цки. Нуки-цки делается, да? Вы сначала разворачиваете оружие, всегда представляете, что у вас как будто перочинный ножик, да? Вы его вскидываете, у вас сразу рука становится длиннее. То же самое с тонкой. Вот. После этого вы подтянули, вторая рука, не забываем, что она скоординирован корпус за счет нее. Да? Я подтянул и спокойно делаю тычок в горло. До этого мы тычок делали вниз, больше как бы в центр таза, а теперь это был по нисходящий удар, да? А теперь удар по восходящий в горло. Я сначала вернул, прижал, скоординировал, только потом я начинаю делать вторую руку. Не торопитесь никуда. Вначале нужно очень хорошо почувствовать оружие. Скорость, точность, резкость и сила приходят постепенно. Главное делать спокойно, не торопясь, никуда не спешить. Самое главное, когда вы работаете, понимать, что вы вот сейчас делаете эти упражнения вот в плане разминки, да, ски, блоки, не для того, чтобы побыстрее мышцы размять, вспомнить, что вы там делали, и побежать работать с партнером. Нет, вот это главное, то есть вы шлифуете свои удары, вы оттачиваете свои движения. Работа с партнером – это дополнительное упражнение, которое помогает вам эти движения раскрыть, понять их, почувствовать. Но вот эта отработка в начале, в разминке четкости каждого малейшего движения, в этом вся соль, и на самом деле в этом весь кайф. Когда вы начинаете чувствовать движения, что они у вас получаются мощными, то вам доставляет просто большое удовольствие отрабатывать их, просто стоять и делать. Вот. Поэтому вот когда мы делаем кихон, когда мы делаем кихон на месте, в самой простой вариации, да, когда у нас работают только руки и корпус, ноги стоят на месте, вот это самое главное, на что нужно обратить внимание. И в начале, и в середине, и в конце тренировок, и спустя 10-15 лет. Это самое главное. Как, кстати говоря, на Окинаве происходит, то есть они очень много времени уделяют именно кихону.
Тихону самостоятельно. Видимо, они что-то знают. Так, у нас был нукицки, теперь давайте сделаем сотуке. Для того, чтобы сделать правильный сотуке, нам нужно здесь сесть шикадачи, чтобы у нас появилась небольшая свобода движения корпуса. Та же самая позиция. Вот в нас летит удар, да, нам не надо колотить в него. Мы больше это делаем корпусом, осаживаясь, да, и движение идет от локтя, то есть не вот так вот я бью, а от локтя. Очень сложно это показать одному, нужен партнер. Когда мы будем работать технику с партнером, еще раз обязательно вернемся к этому. Но сейчас просто для Тихона. Вот. Движение идет от локтя, вот, от локтя. Я просто вывожу за линию корпуса, да, вот так. Все. Пум. Позиция собрана. Пум. Делаю небольшое таядо, могу чуть привставать. Если получается не привставать, отлично. И чувствовать при этом корпус. Вот. Хороший шикадачи, грудь раскрыта. Видите, я не разворачиваю корпус, не разворачиваю плечо. У меня грудь, у меня немножко поворачивается торс. Фуриучи. Круговое движение. Да? Первое движение я здесь делаю такое же движение, как в абуке, но только я здесь не акцентирую на блоке, я просто как бы имитирую это движение. Но в реальности, в бою я должен быть готов сделать это движение защитное. Не просто руку подставить, да, а именно сделать встречное движение. Пум. Заносится рука. Здесь ничего не нужно делать, никаких ударов. Здесь именно это вынос, контроль. И движение идет не в сторону, а вперед. Как будто я бросаю вперед уракен или сюрикен, да, звездочку, как в ниндзя. Вот. То есть не туда ее бросаю куда-то, а именно вперед. Вот. И то же самое я здесь вот бросаю. Удар идет, вот. Опять же, обратите внимание, по восходящей, снизу вверх. Удары по восходящей траектории, по нисходящей, их сложнее увидеть и сложнее от них защититься. А мощь у них больше, чем как бы у прямых каких-то вот таких боковых движений. Вот. Вторая рука обязательно опускается в позицию, грудь раскрыта, мягкий локоть. И здесь у меня упор жесткий, что я мог давить дальше. То есть если у меня даже блок встретился, чтобы я мог его продавливать. Вернул руку, скоординировался, только потом начинаю делать другой рукой. Не торопитесь никуда. Обязательно вперед, вперед бросок. Следующий блок — гитан-барай. Та же самая траектория. То есть, видите, да, центральная линия. Вот если мы вспомним карате, то я выношу руку, здесь как будто у меня часы. То есть на центральную линию выношу этой зоной. То есть не вот так вот как-то, да, кулак. Вот. И локоть у меня лежит на груди. Вот. То есть нет вот такого. Локоть лежит на корпусе. Не на груди, а на корпусе. Вот. Вот я вынес, и отсюда я делаю движение. У меня центр вращения, ось, вот здесь, не в локте, а вот здесь. Рука просто опускается и выходит за линию корпуса. И это движение я помогаю делать корпусом. Я делаю небольшой таядо. То есть я не рукой отвожу, а корпусом это движение делаю. Скоординировал, вывел вторую руку, да. Просто даю ей упасть. Упасть вниз. Вращение вот здесь идет не в локте, а в плече. Ось вращения. Спокойно вывел, позиция собранная, да, готовность. Вот. Следующее движение. Шомен учи. Учи – удар. Не цки, не тычок, а именно учи, то есть маховое, мощное движение. Как оно делается? Та же самая позиция. Вот эта позиция, она на самом деле исходная.
это позиция как бы камая, да, защиты, которая потом может перейти во все что угодно. И вот она переходит. Я ослабляю хват, у меня немножко как бы оружие выпадает. Вот. И после этого я делаю движение, как будто я беру что-то со стола, это, например, камень, подтягиваю и бросаю. Я подтягиваю оружие к себе и как будто делаю бросок. Пум. И вот опять же, вот этого движения у меня нету. У меня опять оружие вытягивается вдоль руки, но не больше. И все остальное я дорабатываю кистью и рукой давлю. Да? Получается вот такой мощный бросок. Шомен, то есть я где-то делаю сейчас в лицо, в голову. Вот. То есть представляете, это у вас именно бросок. Вы что-то схватили и бросили. Схватили и бросили. У вас получается очень мощное, хлесткое движение. Это мы делаем шумен, то же самое делаем на наме, то есть включиться. И так же, как мы это делали с бо, у нас удар идет не точно в ключицу, а через ключицу в центр тела. Через ключицу в центр тела. Также шумен через голову в лоб, да, мы бьем в центр тела, то есть вот так вот. Но самое важное вот это подтягивающее движение. Видите, я немножко корпус заряжаю и потом руку вум выстреливаю хлестко обратно. И точно так же делается чудан, то есть не вот так вот, не вот такими вот движениями, они есть, так можно сделать, да? Можно сделать, так поймать легким ударом, сбить противника с панталыку и потом уже мощно его добить. Сейчас в кихоне мы тренируем полноценные, мощные движения. Это как суперудар. Вот то, что мы работаем в кихоне, то, что мы работаем в карате, это суперудары. Это не так, что вот мы потолкались, да, потыкали друг друга в поединке. Каждое это движение – это суперудар, то есть после него все заканчивается, после этого удара вы побеждаете, вы пробиваете, поэтому в кихоне каждый этот удар надо четко прорабатывать, никуда не торопясь. Чудан, да, вот движение, видите, да, не такое, а мощное, вот. Прямо бросаю руку мощным движением. Но тонфу я всегда контролирую, каждую секунду контролирую. И точно так же я могу делать и на не так, да? А мощный паш. И всегда, видите, я сначала выношу на центр, свешиваю оружие, подтягиваю. Не тороплюсь делать все элементы этого движения. Тогда у меня получается мощный, хлесткий удар. И последнее движение, которое нам понадобится в первом худжунда, это гидан харай руке. То есть по крайней мере, я так его называю, как-то сенсей Ашира давным-давно нам говорил это название, я его как бы запомнил. На самом деле гидан барай и гидан харай руке это все то же самое, один и тот же блок, там из-за особенностей японского языка звучание меняется. На самом деле в написании одно и то же слово. Но я для себя как бы его просто для легкости понимания разграничиваю два движения: гидан барай и гидан харай руке. Гидан харай руке, то есть длинным концом. Все остальное остается как у гидан барай. То есть не здесь ось вращения, а вот здесь. То есть вся рука. Используйте вес оружия. Вот вы подняли руку и дайте просто руке упасть под весом оружия. И потом добавьте корпус. Вот как я вывожу гидан барай, вот от той же самой позиции гидан харай руки. Сначала вынесли, потом спокойно ударили. Вынесли, рука просто падает. То есть рука просто выходит вот в это положение. Вот вы ее держите, вы расслабляете, вот так она упадет. То есть она не вот так упадет, не вот так она упадет, а если вы просто руку расслабите, она упадет. Просто это и делайте. Все движения должны быть максимально естественными, минимальная энергозатрата должна быть на них уходить. Тогда вы сможете долго биться.